Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с американистом Алексеем Наумовым. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день, здравствуйте, всем привет. Друзья, подпишитесь на канал Алексея в Телеграм, внешпол Алексей Наумов, ссылка в описании. Все традиционно и, как всегда, самое свежее, самое актуальное и важное, да, в свете американской политики. Ну, поговорим мы об американской политике и, может, вы дадите какое-то, если не разгадку, то какое-то объяснение. Потому что кажется, что Соединенные Штаты Америки взялись по полной за войну на Ближнем Востоке. И вовсю американская, британская и другая западная пресса говорит о том, что режим аятоллы под угрозой. И, собственно, то, что мы видим и наблюдаем сейчас на Ближнем Востоке, ну, это вот такая задача американцев поменять власть в Иране. Сегодня сообщили буквально, что перед нашей встречей, что официально отменяет Иран все переговоры по ядерной сделке. К чему все идет? Ну, вы знаете, на самом деле у американской администрации, у американского президента Дональда Трампа с самого начала было две разнонаправленных идеи. Во-первых, как мы знаем, Дональд Трамп — это тот человек, который вроде как, по крайней мере на словах, является противником войн. И когда он вступал в должность на инаугурации, он говорил, что мы будем судить о наших успехах не только по числу выигранных битв, но и по числу предотвращенных войн и по числу войн недопущенных. И, соответственно, вот как бы не начинать новые войны, не втягивать США в войны, это была одна из задач, одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Собственно, например, позорный, катастрофический выход США из Афганистана привел к обрушению рейтинга Джо Байдена. Если мы посмотрим вот эту кривую его, значит, популярности, то после выхода из Афганистана она свалилась вниз и с тех пор так ни разу и не достигла предыдущих значений. То есть она как бы вот обрушилась и не восстановилась. Дональд Трамп об этом помнит, и, соответственно, он не хотел повторения такой ситуации у себя. Именно поэтому вот он говорил о том, что он готов там выйти из украинского конфликта, поскольку он не хотел, грубо говоря, застать сцены, когда там из Борисполя вылетают самолеты, а за них хватаются, значит, какие-то функционеры, приближенные к американской администрации. Это его первая была задача — не допустить новых войн, и вот эта задача миротворчества. Вторым порывом души Дональд Трамп очень любил Израиль. Он один из таких динозавров, потому что публичное общественное мнение касательно Израиля в США в последнее время меняется. Если мы посмотрим опросы, то мы увидим такую картину. Чем моложе американец, тем хуже он относится к Израилю. Соответственно, вот этот вот произраильский консенсус, который на самом деле, как правило, обе партии затрагивает, он останется не так долго на этом свете, потому что сменится поколение, и такая любовь безоглядная к Израилю, мы можем поговорить о ее причинах, еще исторических, она уйдет. И, соответственно, Дональд Трамп очень любит Израиль. Если вы помните, когда Нетаньяху прилетал в Вашингтон, это, по-моему, был февраль, то ли 10 февраля, что-то такое, то Дональд Трамп ему аж стульчик подставлял. И это прям было показательно, такая любовь была к господину Нетаньяху. Соответственно, то есть Дональд Трамп очень любит Израиль и очень не любит войны. А Биньямин Нетаньяху, как бы так сказать, очень любит войны. Он полагает, что сейчас подошло время окончательно решить иранский вопрос, не допустить появления у Ирана ядерного оружия и, соответственно, зафиксировать в регионе такой баланс сил, который будет Израилю выгоден на долгую перспективу. И он вообще опасался вот этих трамповских миротворческих инстинктов. Дело в том, что Дональд Трамп вступил в переговоры с Ираном по заключению новой такой ядерной сделки. То есть предполагалось, что Иран откажется от ядерного оружия в обмен на восстановление отношений, снятие санкций и так далее. Нетаньяху этого не хотел. Нетаньяху полагал, что любая сделка с Ираном не работает, что Иран все равно обманет, Иран все равно под прикрытием, значит, каких-то благородных дел возьмет и произведет ядерную бомбу. Соответственно, Нетаньяху поставил себе целью сорвать эту ядерную сделку. И сорвал он ее наиболее, что называется, эффективным способом. Он начал войну, он напал на Иран.
И Дональд Трамп оказался в каком-то смысле между молотом и наковальней. С одной стороны, он как бы Израиль поддерживает, любит, в обиду не дает. С другой стороны, войны начинать как-то вроде не хочет втягивать в них американцев. И, как мы понимаем, было найдено такое взаимоприемлемое решение. Он Нетаньяху сказал: ты войну начинай, понятно, что без его ведома она начаться не могла, но мы впрягаться за тебя не будем. Мы не будем воевать с Ираном твоими руками. Вернее, нашими руками. Твоими будем, а своими не будем. Ну и вот, как мы видим сейчас, бомбардировки Ирана идут, и идут они конкретно только израильскими сейчас пока самолетами, силами израильских вооруженных сил. Ну и вот, и Дональд Трамп пока, как мы видим, сидит на заборе. Он не втягивается в войну с Ираном, но не останавливает Израиль. А надежда Израиля очень простая. Смотрите, вот, значит, есть этот чудесный ядерный центр Фордо, и его нельзя разбомбить имеющимися у Израиля средствами. Для этого нужно довольно много бомб GBU-57, они еще называются там мать всех бомб, Massive Ordnance Air Blast, MOAB, и у Израиля их не хватает. Их хватает у Соединенных Штатов Америки, и Беньямин Нетаньяху рассчитывает, что сейчас Иран будет бить по Израилю, нанесет какой-то страшный урон. Еще, с точки зрения Нетаньяху, будет очень удачно, если погибнут американские солдаты или урон будет нанесен какой-то американской военной базе. Вот сегодня с утра пришли сообщения, что там чуть-чуть поцарапало посольство американское. И Дональд Трамп впишется за Израиль. Второй сценарий. Израиль бьет Иран, Иран озлобляется и начинает резко производить ядерную бомбу. Тут-то американцы тоже, не желая этого допустить, втягиваются в войну и начинают бомбить Иран вместе с израильтянами. И мечта Нетаньяху таким образом реализуется. Американцы втягиваются в войну с Ираном, Иран обезглавливается фактически, на его ядерной программе ставится крест, и Израиль закрепляет за собой многолетнее лидерство в регионе. Такие дела. Ну, смотрите, здесь есть определенный нюанс. Если так вот разобраться и попытаться вникнуть в ситуацию, то от Израиля может ничего и не остаться. Количество ракет достаточно большое. С ПВО мы видим проблемы. И вот этот урон, понятно, почему Нетаньяху приезжал в этот пригород Тель-Авива, где попали в дом и просто вот, да, ну, скажем так, там 5 украинцев погибли, там 3 несовершеннолетних из них, и многие разрушения, жертвы. Картинка была, картинку показали, но мы не видим, что Трамп готов втягиваться, потому что если втягиваться, то тут, как хуситов, ракетами не победишь. Здесь нужно именно проводить сухопутную операцию. Есть ли силы на сухопутную операцию у этой условной коалиции? И очень важный момент сразу вдогонку, как элемент сценария. Ну так и Ирану нужно проводить сухопутную операцию, если нужно побеждать Израиль. Судя по сегодняшним событиям, там непримиримое противоречие, остаться должен кто-то один. Я не соглашусь немного с последней частью вашего высказывания, с вашего позволения. Иран, в принципе, устроит возвращение к статус-кво. Иран в этом плане не нападал на Израиль сейчас, не начинал эту масштабную кампанию, и Иран устроило возвращение к вот такому как бы предвоенному состоянию, да, антебеллуму. Но это не устраивает Израиль. Израиль как раз хочет поменять статус-кво, потому что он полагает, что этот статус-кво рано или поздно приведет к появлению у Ирана ядерного оружия. Соответственно, американцы не готовы на наземную операцию, очевидно. Это очередная бесконечная война. Дональд Трамп к этому не готов. Более того, ядерная коренная аудитория Дональда Трампа выступает резко против. Мы видим, как там Такер Карлсон даже, да, такой глашатый соловей трамповской администрации, вообще трампизма, говорит, что как бы, ну, у нас Америка превыше всего, вернее, прежде всего, а не надо делать из этого Израиль прежде всего. Но довольно показательно, как израильская, скажем так, группа влияния, по сути, управляет во многом Соединенными Штатами Америки. Очевидно, что война с Ираном не соответствует интересам безопасности Соединенных Штатов. Очевидно, что Иран не несет катастрофической угрозы безопасности Соединенным Штатам. Но мы видим, как администрация Дональда Трампа в итоге следует за самыми радикальными позициями, самыми радикальными действиями израильской администрации, и нет ничего такого, чего Израиль не мог бы себе позволить. Ну, буквально события, которые в Газе происходят, да, например, уже несколько месяцев. Ну,
знаете, ныне слова очень сильно нагружены эмоционально. Но когда вы намеренно не пускаете продовольствие в зону конфликта для мирных жителей, когда вы создаете условия, которые препятствуют нормальному проживанию мирных жителей, когда вы не считаетесь с потерями среди мирных жителей, хотя формально по ним не бьете. Ну, для этого есть слово, которое используется для описания такого рода событий. Я как бы использую это слово вне всякого эмоционального и оценочного контекста. Как бы это буквально вот пример того, что происходит. Но Израилю все сходит с рук. Израилю все сходит с рук, потому что мы видим, как... Вы знаете, интересно, я, с вашего позволения, проброшу небольшой мостик. Дело в том, что Дональдом Трампом пытаются вилять, пытаются им вертеть, как хвост собакой. И мне кажется, что господин Зеленский вот именно это и хочет сделать. Вот, значит, Нетаньяху хочет втянуть США в войну с Ираном, и Зеленский хочет втянуть США в войну с Россией. И, соответственно, мы видим, правда, что больше вероятности у Беньямина Нетаньяху, ну, здесь просто буквально любимая жена, историческая вот эта связь с Израилем, которая на самом деле не такая древняя, это буквально со времен Рейгана такая любовь на фоне вот этого советской поддержки арабских государств и так далее. Но... факт остается фактом. Нетаньяху хочет втянуть США в войну, и Дональд Трамп вроде как, с одной стороны, этого делать не хочет, но если Иран начнет наносить катастрофический ущерб Израилю, если Иран начнет быстро производить атомную бомбу, во что я, конечно, не верю, да, вот именно в атомную бомбу, урон Израилю, да, мы видим, что он наносится, и Иран считает, что он действует в порядке самообороны, да, как, знаете, перефразирует знаменитую фразу, есть в западных кругах такая фраза, что Израиль имеет право на самозащиту. Вот все его действия. Ну вот типа Иран имеет право на самозащиту. Поэтому, да, Иран не будет, конечно, вторгаться ни в какой Израиль. Ракетами постреляет и, наверное, забудет. И мы уже видим, если мы верим сообщениям западных медиа, что Исламская Республика хотела бы частично выходить на прекращение огня, да, то есть через посредников это сообщение доносится. Плюс мы понимаем, что есть одна страна, обладающая уникально хорошими отношениями и с Израилем, и с Ираном, это Россия, и есть идея, ее снова озвучил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, о заключении ядерной сделки с Ираном при посредничестве России, что Россия забирает у Ирана обогащенный уран, превращает его в ядерное топливо и возвращает Ирану для его мирной атомной программы. Но пока, видимо, мы ждем продолжения боев, потому что вчера было заявление Ирана, которое многие истолковали как капитуляцию, когда было сказано, что Иран готов отказаться от ядерной бомбы, но он вообще всегда был готов от нее отказаться. Иран никогда не ставил своей целью формально производство атомной бомбы. Но чего Иран ставил своей целью, это наличие ядерной промышленности, возможность обогащения урана для производства ядерного топлива. Для производства ядерного топлива уровень обогащения должен быть ниже, чем для производства оружейных, соответственно, изотопов, да, вернее, оружейных зарядов. Поэтому, в принципе, Иран хочет иметь ядерную промышленность. И немножечко возвращаемся в самое начало, чтобы закольцевать эту тему. Как ведь изначально получилось? Смотрите, главный вопрос был краеугольный вот этой трамповской сделки новой. Это обогащение урана. Может ли Иран этим заниматься? И Дональд Трамп был не против. Он говорил об этом, что, в принципе, нам нормально. Против был Израиль. И в итоге получилось, что Израиль вынудил Дональда Трампа принять израильскую позицию. И мы видим, как страна с 2 миллионами человек населения, да, условно говоря, на Ближнем Востоке, во многом управляет, виляет администрацией в Вашингтоне. Это удивительная, на самом деле, ситуация, если посмотреть на нее, ну, что называется, объективно. Вот так. Алексей, если вот так мостик перебросили, давайте более существенно, предметно рассмотрим этот момент. Зеленский вчера заявил о том, что Россия будет бить по атомной энергетике украинской. Причем все четко понимают и осознают, и он сам это говорит открыто, публично, своим ртом. То есть это не какой-то там конспирология или что-то еще. Это прям официальная позиция, что в связи с событиями на Ближнем Востоке об Украине как-то забыли. Сейчас, собственно, Телеграф дает большой материал о том, а что же будет дальше. И если США, точнее не если, а когда, потому что Хексет четко говорит о том, что мы сворачиваемся и помощи не будет, там уже дальше переложили и разложили вот эти суммы помощи на европейские страны и Евросоюз. Получается так-то
ну, достаточно прилично. И Еврокомиссии нужно будет выделять, и каждой стране, там, Италии, Франции, Германии, прям инфографика так немножко впечатляет. То есть в 2 раза больше, там, в 3 раза больше, в 6 раз больше от того, что сейчас они поставляют в Украину. И это все тоже снова подается на фоне какой-то вот планирующейся большой трагедии. Но мы понимаем, как бесчестно играют в последних войнах. Ну, что Израиль, Иран. Да, сегодня прям большой материал вышел с комментариями стороны иранской о том, что это не мощь Ирана такая, что Израиля такая, что не бьют по Ирану, хотя ракеты тоже, самолеты тоже. Многое производится там, на месте. То есть то догнали какой-то фургон с беспилотниками, то какие-то диверсанты запускают беспилотники. То есть мы понимаем, диверсия определенная. В российско-украинской войне то же самое. Как вы видите перспективу? Зеленский сможет как бы перетащить канат внимания Соединенных Штатов Америки снова к себе, снова в Киев, снова на войну России против Украины? Г7 вроде как хороший повод. Там пишут уже, что в Канаду прилетит Зеленский, встретится с Трампом в рамках или вне рамок этой встречи. Большая вероятность того, что Зеленский тоже может стать, ну, если не самой, ну, любимой женой. Нет, такой вероятности я не вижу. Дело в том, что украинская военная кампания, да, со стороны Украины, на самом деле не имеет каких-то больших перспектив. Дело в том, что вполне очевидно, что, например, главный вопрос, который стоит перед Украиной, который не может быть решен никакими финансовыми и даже производственными мощностями, это вопрос личного состава. Украинская армия сейчас теряет больше людей, чем она приобретает. Приобретает она далеко не самый эффективный контингент насильно мобилизованных. Безусловно, эти люди, когда вливаются в ряды вооруженных сил, начинают из себя что-то представлять, кто-то вполне искренне, кто-то просто проходит подготовку и начинает служить. Но это ситуация, которая не имеет военного решения. И здесь история в том, что как бы, возможно, было бы приятно и Европейскому Союзу при других исторических условиях и Соединенным Штатам Америки принять участие в победоносной военной кампании. Но дело в том, что победоносная военная кампания не складывается, что называется, с точки зрения математики, не бьется по цифрам. И поэтому мы оказываемся в одной довольно большой ловушке. Это такая когнитивная, мыслительная ловушка. Я вот на прошедшей неделе, готовясь к эфиру, посмотрел заявления чиновников, значит, в Украине, в Европейском Союзе и в США. И пришел, честно говоря, к довольно печальным, довольно плачевным выводам. Вот, например, было заседание, когда Хексет, министр обороны США, выступал перед сенаторами. И там был, например, горячо известный, любимый Линдси Грэм, который вот в России вообще там в экстремисты и террористы записан. Ну, в общем, не суть. И вот он спрашивает у Хексета: как вы думаете, Россия остановится на Украине? И Хексет ему говорит: ну, сложно сказать, как бы неоднозначно. В ответ Грэм, значит, усмехается, буквально с насмешкой говорит: да что вы тут елозите, что вы здесь сомневаетесь? Вы хотя бы послушайте, что он сам говорит. Он не собирается останавливаться. При этом, если мы действительно послушаем, что он сам говорит, мы услышим, что Владимир Путин никогда, ни разу не говорил, что он планирует какой-то там освободительный поход на страны Европейского Союза. Наоборот, несколько раз утверждалось вполне открыто, что это ерунда, что эта лексика используется странами Европейского Союза для мобилизации местного населения, чтобы они не слишком протестовали против выделения значительных средств Украине. Далее, смотрим, значит, Урсула фон дер Ляйен, тоже любимая героиня политических сводок, и она говорит: Россия должна сесть за стол переговоров, должны начаться серьезные переговоры. Украина, значит, дескать, предложила 30-дневное перемирие, и Россия должна его принять. И возникает вопрос, да, Россия должна. Есть ли у вас инструменты, чтобы Россия это сделала? Готовы ли вы оказать на Россию ту степень давления, которая приведет к желаемому вами результату?
Почему Россия должна? Россия буквально сейчас выигрывает кампанию на поле боя, и, соответственно, Урсула фон дер Ляйен говорит так, как будто не Россия выигрывает на кампанию на поле боя, а как будто 20%, значит, там территории России находится под контролем ВСУ, значит, у России якобы, значит, испытывает трудности с набором новобранцев. Еще интересно, она привела, по-моему, 4 сразу статистики касательно российской экономики, которые не имеют отношения к реальности, да, что падение нефтегазовых доходов на 80%. Я не буду загружать подробностями наших дорогих зрителей, но удивительно, что с высоких трибун высокий чиновник говорит вещи, которые не имеют никакого отношения к реальности. И, понимаете, я понимаю, если бы это была какая-то страна, ну, там, с персоналистским режимом, где, грубо говоря, у вас там, значит, кто-то что-то говорит, и это просто для галочки делается. Нет, это как бы Европейский Союз. Мы привыкли полагать, что в Европейском Союзе дураков не держат, что там, значит, люди все квалифицированные, и буквально вот Урсула фон дер Ляйен говорит вещи, которые не имеют отношения к реальности. Я советую вам, даже вот если интересно, посмотрите это ее выступление. Это, честно говоря, довольно примечательно, прошу прощения. И вот далее Владимир Зеленский говорит, что российское наступление в Сумской области остановлено, мы стабилизируем фронт, но при этом, даже если мы смотрим карты проектов, которые нельзя назвать пророссийскими, мы видим, что это неправда. Мы видим, что до сих пор... Прошу прощения, с октября 2022 года украинская армия не увеличивала зону под своим контролем, если мы не берем вторжение в Курскую область, но судьбу этого вторжения, в общем-то, мы с вами и так знаем. Так что вот что получается. Значит, украинцы думают, что все стабилизировано, что победа близка. Уже не первый раз говорю об опросах общественного мнения, которые показывают довольно победное настроение украинцев. Их по плечу похлопывает Урсула фон дер Ляйен, говорит, да, у России разваливается экономика, нефтегазовые доходы падают, скоро дожмем Россию, она сядет за стол переговоров. В США тоже певцы войны, вроде Линдси Грэма, понимаете, вот что называется, в базарный день таких Линдси Грэмов, по идее, там зарубь десяток, что называется. То есть какие-то базарные кликуши, базарные крикуны, реально. Но нет, это, целый сенатор, которому подставляют микрофон к лицу, и он говорит там, да, типа, listen to what he says, он скоро вторгнется там в Европейский Союз. И ты думаешь, вот к вопросу о качестве аналитики, да, вроде вы там все, значит, Запад такой успешный, такой победоносный, да где же у вас нормальные-то люди? А нормальные люди сидят, как вот мы с вами, значит, в Ютубе разговаривают, а правят бал вот такие вот странные товарищи. И мы в итоге приходим к ситуации, когда Украина, Европейский Союз и ястребы в США — это не один Линдси Грэм. Таких Линдси Грэмов там буквально много. Это целый ястребиный вот этот вот анклав. Он, значит, выстраивается в поддержку Израиля, чтобы Израиль не делал. Он вот-вот рассчитывает на падение России, рассчитывает. И, в общем, удивительно, что никто при этом не смотрит на карту. Если бы люди посмотрели на карту, посмотрели, как я люблю, экселевские таблички, сколько людей, сколько вооружений и людей будет через полгода, через год, то, возможно, люди бы поняли, что самое проукраинское, что сегодня можно сделать, это пойти на соглашение с Россией. Соглашение с Россией сегодня... это типа неприятное соглашение. То есть не нужно думать, что тот план из 12 пунктов, который предлагает Россия, это какой-то замечательный, там, чудесный план. И Дмитрий Медведев, например, недавно написал у себя в Телеграме, что этот план не предполагает компромиссов. Это буквально то, что мы, значит, с российской стороны предлагаем, и не для обсуждения, а для навязывания. Но какая альтернатива? Альтернатива — более худшие условия. Жизнь складывается так, что это один из лучших сценариев сейчас для сохранения украинской государственности, для сохранения украинской нации, потому что, знаете, вот об этом мало говорится, потому что это как бы считается неприлично, не камильфо. Когда вы говорите про военные действия, про войны, обычно люди рассуждают какими-то большими красивыми категориями. Родина, честь, отвага, защита, безопасность, долг, честь... опять, и так далее. Но буквально, знаете, то есть
У вас есть количество мужчин, которые гибнут на фронте, а эти количество мужчин не рождает детей, и у вас как бы не воспроизводится нация. Были же, например, формулировки, знаете, там, истощить буквально запас семени, значит, нации. Это буквально что происходит. И не говоря об этом, заметая это под ковер, прикрывая это все красивыми словами о родине и чести, мы приходим к ситуации, когда представители нации украинской, ну, буквально их число сокращается, их будущее становится хуже, женщины уехали и не вернутся в многие в Европейский Союз. И как бы с этим надо что-то делать. Типа, а кто подумает о будущем, а кто скажет, что король-то голый, что война-то проиграна? Кто как бы об этом скажет? И мы находимся в этом, значит, в этой когнитивной ловушке, катаемся на этом, как вас называется, на этой карусели смерти. Никому от этого лучше не становится, но зато все довольны. Все говорят красивые слова про то, что Россия должна сесть за стол переговоров. Ну посадите как бы ее. Ну, в общем. Очень интересно прошла новость о том, что Линч, бизнесмен, который занимается российскими активами, выкупает долги Северного потока. Значит, инфраструктурно этот проект как бы немецкий, да, но он забирает эту часть и вроде как абсолютно проект становится неполитизированным и имеет перспективы для запуска. То, каким образом сейчас ведет себя Зеленский, судя по всему, гадалки не ходи, да, в Канаде на Г7, если он полетит и встретится с Трампом, если источники Axios дают такую подтвержденную информацию, то 100% там Зеленский будет не просто там оружие, деньги, а еще и санкции против Российской Федерации, дополнительное, в общем, продавливать, выбивать, просить и так далее. Но тут же, понимаете, какая штука? Северный поток, вот этот, если действительно он станет американским, международным каким-то компанией, все, и Россия будет качать через северные потоки газ в Европу, это же абсолютно изменит вообще положение дел в Украине, потому что, эта ГТС уже никому не нужна, не будет в перспективе и в принципе. Навсегда можно забыть о роли Украины. И вот вы говорите там о семени нации, а тут же еще есть очень тоже важный момент местоположения страны. Вот Украина была выгодна и нужна, да, вот в таком формате, который там 30 лет она была, как перевалочная база между одними, вторыми и так далее. Но так получается, возникает главный вопрос, а зачем тогда Украина, если транзиты из запада на восток, из востока на запад, уже нашли свои другие пути. Что вы думаете по этому поводу? Насколько игра на карман пересилит вот эту идеологию ура-патриотизма и, в общем, когнитивного диссонанса, которые вызывают последние заявления и такие велеречивые заявления? Я поддерживаю вашу логику мышления экономическими категориями. Дело в том, что на среднесрочной, долгосрочной перспективе экономическое мышление всегда выигрывает. На какую-то короткую перспективу вы можете действительно отказаться от выгодных условий, от выгодных предложений по идеологическим причинам. Родина в опасности, необходимо сражаться, все на фронт. Это работает. Но со временем, когда проходит первая эйфория, и становится понятно, что все на фронт пришли, а успеха это не принесло, люди начинают уставать от войны. Особенно те люди, которые не ощущают ее эффектов. Почему, например, мы видим значительную усталость в странах Европейского Союза, в первую очередь, которые не граничат с Украиной. Их это не касается, на самом деле. Они не чувствуют этой войны. Они не чувствуют, что вот-вот завтра русские придут и их покорят. И поэтому они постепенно устают от этого. Соответственно, такая же история работает и со странами, которые находятся в состоянии конфликта. Предположим, что завтра все закончилось. Заключено какое-то мирное соглашение, например, вроде того, которое предлагает сейчас российская страна. Ничего страшного не произошло, соответственно, Украина остается существовать, и начинается жизнь. И где-то через год в политике в странах Европейского Союза начинают говорить: слушайте, а вот у России ресурсы есть, а у нас экономика не очень хорошая, а что бы нам немножко не купить? Не все, но как бы по чуть-чуть. Вроде не камильфо в России покупать, но понемножечку начнем. Через 5 лет таких голосов все больше, через 10 лет это уже мейнстрим,
И мы видим, как постепенно, что называется, экономика побеждает все. То есть людям свойственно хотеть больше ресурсов, людям свойственно хотеть жить лучше, то есть покупать ресурсы дешевле. Ну, знаете, есть такое в науке понятие «человек экономический». Это тот человек, который хочет потратить минимум усилий и получить максимум за эти усилия какого-то результата, ресурсов, денег и так далее. Но это всегда работает в условиях рыночной экономики. И, соответственно, мы увидим, как, грубо говоря, те, кто ставил на экономику, торжествуют. А те, кто ставил на великое противостояние нации рабов, нации господ, орков, эльфов и так далее, ну, как бы отходят на второй план. Это всегда работает. Люди такие. Люди в итоге предпочитают собственный карман, собственный кусок там и так далее. Вы знаете, показательный пример войны в Югославии. Сербия, которая была тоже объявлена страшным агрессором, нарушителем всего и так далее, в итоге оказалась более интересной Европейскому Союзу, потому что она просто богаче, у нее больше там ресурсов, с ней выгоднее экономически взаимодействовать. Такая же история будет и у нас. Я бы не списывал Украину со счетов в плане, ну, какого-то государства, именно самостоятельного и в каком-то смысле даже экономически состоятельного. Ну, это буквально там хлебная корзина Европы, огромные пахотные земли, агропромышленность. Там понятно, что возникает вопрос с Европейским Союзом, но тут, понимаете, тоже, даже если Украина будет в том или ином виде принята в ЕС, против чего, напомню, не возражает предложенный России 12-пунктный план. Обратите на это внимание. Против НАТО, да, против Европейского Союза нет, то Украина, в принципе, сможет существовать, ну, как бы в новых границах, с новой, как бы, политической и военной реальностью, но тем не менее. Но вы правы, что мышление категориями денег, ресурсов, газопроводов, торговых путей, доступа к морям и так далее, это мышление, которое работает всегда, в отличие от мышления военного, которое работает на краткой исторической перспективе и рано или поздно уступает мышлению экономическому. Алексей, но ввиду этого, какие есть перспективы закончить войну в Украине? Путин позвонил Трампу на выходных, поздравил с днем рождения. Причем, интересно, Путин позвонил Трампу лично, а Си Цзиньпину отправил телеграмму. Ну, не знаю, есть тут по протоколу, по формату, можно ли делать какие-то выводы. Ну, по способу коммуникации. У них там рядышком день рождения. И сказал, что после 22 июня вернутся к переговорам российско-украинским. Я так понимаю, что несмотря на все вот эти... Ну, там громкие заявления Зеленского, несмотря на эскалацию на фронте, несмотря на удары, несмотря на какие-то подготовки, диверсии, в том числе там в Калининграде сообщили, что ГУР, да, повредил электростанцию, отчитались. Ну, вроде как последствий шибко не имеет, но тем не менее. Мы видим, как главное там, вот, включиться в эту диверсионную войну. На территории России диверсия, там предотвратили, на территории Украины предотвратили. И вот на фоне этого всего продолжающегося, скажем так, противостояния, то вот эти переговоры выглядят максимально нелогично. Так а после 22 числа о чем говорить? И есть ли перспективы, что после 22 как раз-таки, несмотря ни на что, этот стамбульский трек будет работать и к чему-то приведет? Да, вы знаете, я частично хотел бы вернуться к пункту, который вы затронули в прошлом вопросе, касательно Зеленского на G7 и разговоров с Трампом о новых санкциях против России. Нету более неудачного момента сейчас, чем просить у Дональда Трампа санкций против России. Буквально, когда Владимир Путин поздравил Трампа с днем рождения, я думаю, что звонок был связан с тем, что было что обсудить. То есть обсудили Иран-Израиль, и заодно Путин поздравил Трампа с днем рождения. А с Си Цзиньпином обсуждение и так идет в постоянном режиме, и отдельно звонить, типа, «Привет, спишь? С днем рождения?» Ну, как бы никто не будет. То есть с Трампом была необходимость поговорить. С Трампом поговорили, и мы видим, что он довольно позитивно, благосклонно отнесся к идее приглашения России в качестве посредника к урегулированию Ирано-израильского конфликта, поскольку Россия одна из немногих стран, которая имеет хорошие отношения, повторюсь, и с той, и с другой стороной.
Вот, зная об этом, Дональд Трамп сейчас, конечно, не нацелен вводить санкции против России. Во-первых, давайте посмотрим, применим мой любимый метод. У нас есть инструмент – санкции против России. Введение этого инструмента приведет к ухудшению отношений с Россией, приведет к тому, что та дверка к нормализации отношений между США и Россией, которая была Трампом приоткрыта, окончательно закроется, потому что Россия, очевидно, не будет работать с Трампом после такого, не будет работать ни по одному из направлений, ни по ограничениям стратегических наступательных вооружений, ни по нераспространению ядерного оружия, ни по Ближнему Востоку и так далее. То есть это довольно большая цена. Что этот метод позволит получить? Позволит ли он получить помощь Украине? Вопрос, новых добровольцев это Украине не добавит. Это вряд ли повлияет на ситуацию на поле боя. У России есть ресурсы для большей мобилизации экономики. Россия от этого не развалится. Россия от этого своих целей касательно Украины не изменит. И, соответственно, наступление России от этого не станет более неудачливым, менее успешным. И мы приходим к выводу, что санкции – это тот инструмент, который сейчас для Дональда Трампа имеет очень высокую цену и практически нулевую ценность, нулевую пользу, нулевой результат, если не отрицательный. Потому что Дональд Трамп полагает, что, улучшив отношения с Россией, он добьется российского нейтралитета касательно американо-китайского противостояния. Мы видим, и об этом говорил тот же Пит Хексет, что слияние, совместная деятельность России и Китая США угрожает. Поэтому очевидно, что не нужно бы толкать Россию в объятия Китая. И об этом говорят трамповцы, его приближенные, что политика Джо Байдена привела к тому, что Россия и Китай стали ближе. Это не отвечает национальным интересам США. Поэтому, это что касается санкционной тактики Зеленского. Александр, я вас попрошу, можете напомнить, пожалуйста, вот этот последний ваш вопрос? Я как раз хотел перейти к нему, и сейчас несколько эту нить упустил. Мы говорим с вами о перспективах Стамбула после 22 числа, есть ли они? Да, спасибо вам большое. Понимаете, дело в том, что вообще, смотрите, Стамбул – это дело хорошее. У вас есть открытая работающая площадка, у вас есть состав групп делегаций. У каждого из этого состава групп делегаций есть, грубо говоря, телефоны друг друга. И понятно, что закулисное общение ведется шире, чем то, что мы с вами видим публично. Понимаете, об этом тоже мало говорится, но до второго раунда стамбульских переговоров Мединский и Умеров общались лично, довольно долго, дольше, чем общались делегации. Очевидно, что им есть о чем поговорить. И я думаю, что по мере того, как будет двигаться ситуация на фронте, будет расти постепенно ценность этого стамбульского формата. Чем больше украинское руководство будет осознавать бесперспективность дальнейшего военного сопротивления, тем больше будет расти ценность Стамбула. Однажды, грубо говоря, знаете, эта вода будет подпирать эту стенку, и переход количества в качество через скачок, как учили во всех, советских школах, по принципам, которые Маркс исповедовал. И, соответственно, однажды это станет ценным. Однажды этот Стамбул наполнится ценностью. И заслугой Дональда Трампа будет то, что он этот формат к жизни вызвал. В те времена, когда все над ним насмехались. Да кому эти переговоры нужны? Да что там? Да никогда они не договорятся. Сейчас не договорятся. А потом, когда они решат договариваться всерьез, уже будет формат собранный. Понимаете, это та машина, в которой нет топлива. Но однажды топливо в ней появится, а машина у вас уже будет. Так что в этом плане то, что эти переговоры, точки соприкосновения идут, это уже хорошо. То есть, знаете, грубо говоря, давайте приведем такой простой пример. Ну что, ты уже готов договариваться? А сейчас? И однажды на это «а сейчас» будет получен ответ: да, походу пришел черед. Вопрос, сколько для этого понадобится тяжелых месяцев боевых действий, сколько для этого понадобится, увы, гибели людей, при том, что вектор этого процесса понятен. Примерно каждому ясно, к чему все идет. По-моему, мною был изобретен термин, не очень люблю хвастаться, но мне понравился термин «довоевывание», потому что буквально мы понимаем, к чему все идет. И
Те, кто не понимают, это Линдси Грэм, Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Довольно серьезное препятствие, к сожалению. Поэтому вот так. Я хотел бы ваше мнение узнать о прям тенденции, тяжелой прям тенденции для украинского общества. Что думаете, как видится это со стороны, насколько здесь перспективно, можно подвергнуть это какому-то анализу о том, что будет там с Украиной, какой будет Украина. Условно, если там Стамбул выгорит или не выгорит, будет продолжаться вот война, как идет, какой-то еще там неограниченный или ограниченный, но достаточно долгий период времени. Речь идет об украинизации как таковой. Мы все, да, если честно, немного прозреваем. Ну, такие, я имею в виду, адекватные люди. Значит, Киев, да, выступает Сердючка, поет все свои песни на русском языке, собирает там, как это, аншлаг, да, полностью, то есть там sold out, или как там это называется по профессиональному языке. То есть в клубе все танцуют, пляшут, поют, пьют, в общем, радости. Но находятся те, кто в машине там, на видео записывают. Ах вы, мужики, там вот это все пляшете под русскоязычные песни, а не идете воевать. Картинка дико выглядит, согласен, на фоне там тяжелейших событий войны, но тем не менее. И потом начинается как бы заявление в полицию, в общем, публично русские песни. Сегодня случай в Одессе. Депутат местный пришел в супермаркет, нес продукт из другого магазина в своей корзинке, к нему подошел охранник, обратился на русском к нему, тот пожаловался, и через 22 минуты охранника уволили. То есть мы понимаем, и это много таких примеров. Абсолютная какой-то абсолютная перестройка и пересмотр даже исторических личностей. Одна публикация о Валерии Лобановском, известном футбольном тренере, памятник которого стоит вот прям с такой аналитикой, что смотрите, он там был против украинского языка и против гимна, что включали перед играми, перед стыковыми или какими-то другими матчами. Короче, Украина приобретает абсолютно другое наполнение. Насколько жизнеспособна Украина, которая вот идет по этому пути, в соседстве с Российской Федерацией и в послевоенное, ну или военное, а потом послевоенное время. Если посмотреть на, скажем так, на будущее, что ли, какого-то определенного там, в течение нескольких там лет, 3-5. Вы знаете, да, это действительно довольно странная тенденция. Я уже слышал, что Сергей Павлович Королев, родившийся в Волынской губернии в Житомире, тоже украинский великий деятель. Вы знаете, дело в том, что в целом вообще любая нация, которая существует сегодня на планете, это конструкт более-менее искусственный. Если мы обратимся к видным теоретикам вообще национализма, это там Эрнест Гелнер, Бенедикт Андерсон, мы увидим, что в целом нация — это то, что создано вроде бы недавно, но кажется, что существует она тысячелетиями, что всегда были какие-то англичане, всегда были какие-то там русские, всегда были какие-то там французы и так далее. Но эта конструкция довольно новая, и она всегда создается несколько искусственно. Берутся, значит, традиционные наряды, узоры, танцы, песни, и потом говорится, вот это всегда существовало, и мы великие, значит, великая нация. Хотя, если посмотреть какие-то опросы населения еще там в Российской империи, очень часто люди на вопрос «Кто вы?» говорили «местные». То есть вот это вот была такая именно тутейшие, знаете, есть белорусское такое слово, то есть которые живут тут. Поэтому, безусловно, у государственного аппарата, который обладает монополией на насилие, есть довольно большая власть придумывать вот всякую одуху про выкопанное Черное море, про украинца Королева, про то, что русский язык не имеет никакого отношения к Украине, что Украина — это какая-то совершенно отдельная нация, не имеющая к русским никакого отношения. И, вы знаете, есть очень хорошая работа касательно диктаторов и касательно тоталитаризма. Вот там была замечательная мысль, которая меня в свое время очень впечатлила. Условно говоря, когда
значит, люди воздают какие-то почести вождю и танцуют перед ним с поднятыми кверху задами. Все понимают, что это какая-то одуха. Но цель вождя на самом деле не убедить вас в том, что действительно он воплощение Бога на земле, а показать вам, что вот он вам скажет задом кверху прыгать, вы задом кверху прыгать будете. Это буквально инструмент подчинения, инструмент демонстрации властной вертикали. Поэтому, безусловно, если информация о том, что какая-то нация выкопала Черное море, будет подкреплена дубинкой пана Бендукивника, то как бы придется с этим соглашаться. И можно выстроить любую нацию, можно выстроить действительно, если у вас есть сила, дубинка, полиция, собака и власть, то буквально люди будут вам говорить: да-да, мы выкопали Черное море, это всегда так было, русские вообще никто и к нам никакого отношения не имеют. Другое дело, что такого рода государственные образования, как правило, не очень успешны. Потому что они, во-первых, игнорируют реальность, они, во-вторых, игнорируют желание наиболее как бы нормальной части общества, коей всегда большинство, нормально общаться с соседями, вести с ними какую-то деятельность, говорить на одном языке, как правило, русском, потому что русский — это язык межнационального общения по всей территории бывшей Российской империи и бывших республик Советского Союза. Поэтому, да, конечно, можно, и если украинский народ это устроит, то это и будет. Но если никто как бы не поднимет голову и не скажет: да какого черта вы нам тут придумываете какую-то альтернативную историю, почему вы нас пытаетесь рассорить с тем народом, от которого нас сложно отличить, я не перестаю говорить. Вот давайте посмотрим. Есть, например, конфликт Азербайджана и Армении. И там всегда понятно, кто армянин, кто азербайджанец и какую позицию он будет занимать. Конфликт русских и украинцев — это конфликт исключительно политический, потому что азербайджанец от армянина отличается много чем. Внешностью, языком, какие книжки читал, что он как бы во что верит, там, религии и так далее. Русский от украинца отличается только самоидентификацией, потому что вот на вас посмотришь, на меня посмотришь, вот дорогие наши зрители пишут в комментариях: а Алексей, он откуда? Из Украины, из России? Потому что не видно по мне, откуда я, мы с вами похожи, мы буквально, вот что называется, как бы один народ, или братский народ, или, значит, вот не, там славяне и так далее. Поэтому я думаю, что это выстроить у украинской власти вот это странное, культуроподобное образование получится, потому что у них есть власть. И если украинский народ не даст им отпор, то это и будет выстроено. Но я надеюсь, что украинский народ им отпор даст, потому что это противоестественно пытаться сделать из русских и украинцев какие-то две совершенно противоположные, как бы, вы знаете, оккупация Украины России. Господи, да какая оккупация? Знаете, шутка была в советское время. Россия была допетровская, Петровская и Днепропетровская, потому что Брежнев оттуда был, да, что Хрущев тоже украинцам у нас записывался. В общем, это абсолютно мертворожденная конструкция, и я надеюсь, что украинское общество, которое пройдет через некий процесс национального переосмысления, а он, безусловно, будет после окончания военных действий, сделает выводы, что вот этот проект, который они пытались построить, проект антирусский, проект антиисторический, проект мертворожденный, что он не только не является имеющим отношение к реальности, что он ставит под угрозу существование украинской нации и ставит под угрозу существование украинской государственности. И что выводы будут сделаны, и уроки будут извлечены. И, соответственно, что это недолго продлится, и в долгосрочной перспективе мы увидим нормальное осмысление, а не попытку использовать вот это выкопанное Черное море для создания какой-то отдельной политической территории ради выгоды определенных элит, конкретных людей с конкретными фамилиями. Потому что как только вам, как правило, говорят про древнюю нацию, спросите, а где, собственно, банковские счета у этого человека. В общем, тут... Ну да, недвижимость. Использование истории, да. Да, недвижимость, да. банковские дети, счета. где живут. Да, дети где живут, кто откуда. Алексей, если поставить точку в нашем сегодняшнем разговоре. Вот вообще, конечно, такая очень интересная история. Там Трамп провел парад на выходных.
грустный какой-то сидел на скамеечке. Вот эти маршировали, и ехала техника, маршировали солдаты. Многие как бы скептически посмотрели на картинку оттуда. Мол, хотел заявить величие, вот нечто такое, а получилось вот как получилось. А параллельно с этим днем по Америке пошли протесты. Ну, мол, нет королю, там нет королям, Трамп не король и так далее, и так далее. В Лос-Анджелесе разогнали их газом слезоточивым, в Бостоне там переодевались Трамп как королева, с мантиями, с галстуком, с вот этим мага. Как вам кажется, а сколько есть времени у Трампа? Ну вот, чтобы, давайте вот предметно, да, не то, что сделать Америку снова великой, а чтобы, например, завершить ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, то есть исполнить свои предвыборные обещания. Потому что, вот так, если здраво посмотреть, многие американисты, ваши коллеги, говорят, что ну, до следующих выборов, а потом вот, как бы, этот король может оказаться, собственно, и голым, и ярко начав, в общем-то, вторую половину своего срока просто так на тормозном пути пройти, проехать. И, собственно, ничего не изменится. И глобалисты, и те, против кого выступает изначально Трамп, одержат над ним верх. 1,5 года. У Дональда Трампа действительно есть 1,5 года до промежуточных выборов, и это то, о чем нужно помнить и российскому руководству, и украинскому руководству. Дональд Трамп — это не тот человек, который способен работать на долгие дистанции. Мы видим, что он сталкивается с каким-то сопротивлением. Да, я закончу конфликт России и Украины за 24 часа, за месяц, за 100 дней. Да, что-то мне уже надоело, значит, этим всем заниматься. Я переориентируюсь на Ближний Восток, и вот мой дорогой друг Биби Нетаньяху хочет повоевать, давайте-ка мы его поддержим. Понимаете, дело в том, что Дональд Трамп — это, безусловно, важный актор в международных отношениях. У него большая власть внутри страны и за ее пределами. Но ни один самый влиятельный политик не может повлиять на соотношение сил на Земле, на соотношение ресурсов и на соотношение военных потенциалов. И, понимаете, развязка украинского конфликта, она довольно очевидна. И это то, о чем я всегда говорю. Дональд Трамп может посодействовать более раннему его разрешению. Он может его затянуть, он может его усугубить. Но он не изменит, что называется, финальной точки, куда едет этот паровозик из пункта А в пункт Б. Что касается израильско-иранского конфликта, то же самое. Очень маловероятно изменение режима правящего в Иране. И уж тем более изменение правящего режима никогда не проходит, как правило, с точки зрения внешней интервенции. Наоборот, внешняя бомбардировка, внешнее нападение способствует консолидации общества. Израиль тоже никуда не денется. И понятно, и Ирану это тоже, что называется, необходимо осознать. Так что у Дональда Трампа есть еще 1,5 года, когда он действительно полновластен и способен пользоваться своими возможностями. И, может быть, это как раз то время, когда, например, господину Зеленскому стоит сказать Дональду Трампу: Дональд Трамп, мы понимаем неизбежность нынешней ситуации. Пожалуйста, договоритесь с Владимиром Путиным, чтобы было там А, Б и С. И вот как бы в рамках вот этих 12 российских пунктов Дональд Трамп действительно может что-то для Украины выторговать. А если Украина будет продолжать упорствовать, то он ничего не выторговает, каким бы влиятельным и каким бы сильным он не был. Так что надежды на Дональда Трампа, конечно, питают юношей, что называется, в каждой точке земного шара, но куда лучше питаться реальной аналитикой, реальным соотношением сил и реальными возможностями, которые та или иная ситуация предоставляет. Поэтому я думаю, что пока не видно перспектив немедленного разрешения ни российско-украинского, ни израильско-иранского конфликтов, Дональд Трамп продолжит за ними наблюдать. И я думаю, что здесь есть, правда, тревожные звоночки. Вот сегодня десятки транспортных заправочных самолетов вылетели из Соединенных Штатов Америки формально для участия в учениях на Балтике. Но, тем не менее, вот эти военно-транспортные самолеты-заправщики, так называемые стратотанкеры, это то, чего недостает Израилю для проведения масштабной ракетно-бомбовой кампании на территории Ирана.
Так что, знаете, уж хотя бы если Дональд Трамп не втянет США ни в ту, ни в другую войну, уже ему стоит сказать спасибо. А пока мы видим, что президент-миротворец стал президентом войнотворцем, что ли. Ну вот буквально человеком, который не смог посодействовать ни тому, ни другому конфликту. Хотя мог бы. Он мог бы сказать: Зеленский, черт возьми, ты видишь, к чему все идет? Прекращай эту историю. Твои люди гибнут. Там у тебя буквально будущее страны умирает. Если ты не прекратишь, мы сейчас Starlink отключим разведданные и поставку. Все, иди на мир. Хватит, ты проиграл. Хватит гробить свое население. То же самое он мог бы сказать Нетаньяху. Хватит втягивать нас в войну. Ты не выиграешь эту войну. Договаривайся с Ираном. У тебя есть ядерное оружие. И у них тоже что-то будет. Или он мог даже не допустить появления этого ядерного оружия. У них не будет ядерного оружия, но позволим делать мирную программу атомную. Ты не можешь их разбомбить. Хватит втягивать нас в войну. Но пока мы видим, как он продолжает вот так вот громко говорить и ничего не делать, и Зеленский, и Нетаньяху продолжают втягивать США в эти войны, которые США выиграть не может. Ну, будем надеяться, что хотя бы он в них не втянется. Тоже, знаете, по нашим временам тоже, что называется, будет хлеб. Алексей Наумов был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего Друзья, хорошего. берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.